Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Вчера я на своем канале выпустил ролик, где Сергей Марков заявил: Пашинян в Ереване может жестко заговорить с Владимиром Путиным. Ну так и произошло. Вот сегодняшние новости. Пашинян отказался подписать декларацию саммита ДКБ. Вот видите, саммита ДКБ. Пашинян читает бумажки, здесь Владимир Путин, здесь Лукашенко. И вот последние новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности ДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении. На данный момент я считаю, что представленный к подписанию проект декларации о ДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения недостаточно доработан. В данном виде и со всем уважением я не готов подписать эти документы, заявил Никол Пашинян. И здесь вот есть подробнее, сейчас я вас ознакомлю, извиняюсь, что здесь пишут, большая статья, видеофакт. Пашинян унизил Путина и Лукашенко на саммите АДКБ, понимаете, это было унижение. Как сейчас я вам в конце покажу, как он там высказался. Оба диктатора не ожидали такого демарша от премьер-министра Армении. Все были в шоке от Пашиняна. Российские и белорусские диктаторы выглядели очень комично, когда премьер-министр Армении решил не ставить свою подпись под декларацией ДКБ, а просто закрыл заседание. В общем, вчера, до 23 ноября, в Ереване проходил саммит глав АДКБ, на который прибыли Путин и Лукашенко. Накануне их визита в Армении проходили антироссийские демонстрации. У меня есть там, да, на ютубе ролики, там посмотрите. «Прощай, немытая Россия», «Выходим из АДКБ». Ну вот как раз эта тема и продолжается сегодня. РФ не поддержала сторону Армении в войне против Азербайджана. И значит, сама организация ДКБ бессмысленная. Так, сегодня в сети появились кадры из Еревана, на которых Пашинян принял решение закрыть заседание, не поставив свои подписи под этим документом АДКБ. Так, премьер Армении заявил, что в декларации ДКБ отсутствуют четкие формулировки касательно военной помощи. А значит, любой противник может интерпретировать документ по-своему. Для Азербайджана этот документ станет зеленым светом для дальнейших военных действий в Карабахе, заявил Пашинян. С его слов, документ окончательно и детально не проработан, а значит, и ставить свою подпись он пока не планирует. Так, Лукашенко признал, что Армения внесла в документ целых 2 поправки, однако другие лидеры АДКБ отказались их рассматривать. Именно поэтому на глазах у СМИ Пашинян в единоличном порядке принял решение закрыть этот саммит. В общем, сейчас есть ролик, немножко посмотрите. В кадры эти попали в сеть. На них можно увидеть удивленные со стороны Лукашенко и Путина удивление. Они удивились. Оба диктатора не ожидали такой дерзости со стороны Пашиняна. В конце заседания Пашинян заявил, что в течение последних 2 лет Армения трижды подвергалась нападениям со стороны Азербайджана, однако никто из АДКБ им не помог. Вот, посмотрите, сейчас там, я посмотрю, видно? Видно, вот сейчас там Пашинян заявит им, так, вот. Вот Пашинян, вот. Спасибо большое. А там сидит Лукашенко, видите, руки раздвинул прямо в стороны. И Путин тут в шоке рядом сидел тоже. Видите, Лукашенко до речи потерял. Как? Пашинян, просто посмотрите, как комически реагирует Лукашенко справа. Вот. И Путин, он спиной камерой сидел. Когда Пашинян взял себе и закрыл заседание ДКБ. Ну так ему захотелось. В общем, Пашинян герой дня. Все, Пашинян сейчас выдал все, что думал. И по Путину, и Лукашенко, в общем, и все эти самые, как сказать, эти лидеры АДКБ, они там в шоке, все эти представители других стран. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.